Колумбия – это страна, где проверка соцсетей может закончиться кражей. Вам кто-то пишет, вы ждете такси, тут раз, и все, телефона нет. А свидание – отравлением. Многие девушки просто как бы грабят этих туристов. Это такое снотворное, мощное, которое можно подсыпать человеку, и в зависимости от дозы он может вообще даже умереть. Здесь провели самый смелый урбанистический эксперимент. Каждое воскресенье и в праздничные дни главные улицы перекрываются для того, чтобы люди могли заняться спортом, побегать. А наркоторговцев в фавелах заменили диджеи. Там постоянно лайнапы разных диджеев мировых приезжают сюда просто поиграть в фавеле. Здесь сосредоточена четверть всех стартапов Южной Америки. А кофе больше, чем просто напиток. Колумбийский кофе для этого и создан, чтобы учиться и наслаждаться. Cheers! Мы посмотрим, как колумбийцы борются со стереотипами, неравенством и наследием Эскобара, создают одни из лучших сервисов в Латинской Америке, развивают социальные бизнесы и просто получают удовольствие от жизни. Всем привет, меня зовут Дима Синячкин, я отвечаю за маркетинг в Латинской Америке в компании Янга. Я живу в Латинской Америке более 2,5 лет. В этом выпуске я хочу вам рассказать про Колумбию такую, которую вы, возможно, не привыкли знать. Когда мы говорим про Колумбию, в первую очередь мы воспринимаем какие-то базовые стереотипы, такие как Пабло Эскобар, наркокартели, Но на самом деле Колумбия — это замечательная страна, и мне хочется ее раскрыть немножко через призму предпринимательства, показать вам разных людей, которые здесь живут, показать одну из номад-столиц мира, которая, кстати, находится в Колумбии, показать, как там живут люди, как они работают, показать окружающую среду, и надеюсь, что вам это будет интересно. Команда Янга пришла в Латинскую Америку 4 года назад. Сейчас наши сервисы работают в 5 странах. Не буду скрывать, это не самый простой рынок, хоть и очень интересный. Это страны с бурно развивающейся экономикой, где вовсю запускаются стартапы, есть инвесторы и пока не так много конкуренции. Но есть и свои проблемы. Это и неравенство в обществе, бедность и, конечно, вопросы безопасности. Колумбией много лет управляли наркокартели, в стране царили безвластие и бедность. Конечно, в одночасье избавиться от такого наследия невозможно, но колумбийцы очень стараются. Лучше всего это видно на примере Медельина. Когда-то он считался одним из самых опасных городов мира. Именно там располагался картель Пабло Эскобара. В 90-х годах на 100 тысяч жителей приходилось больше 300 убийств. А сейчас это столица современного искусства и реггетона, которая привлекает тысячи диджитал-номадов со всего мира. Мы тоже съездили в Медельин, чтобы посмотреть на это колумбийское чудо. Мы сейчас в Медельине, в коммуна 13. Это, скажем так, самая хипстерская фавела Латинской Америки. В свое время, в 90-х, это был как бы такой главный, скажем так, центр наркотрафика Колумбии. Но не помню, в каком точно году, в те времена президент отправил сюда 3 военных вертолета, которые просто разбомбили всю фавелу. Получилось так-то, что это место трансформировалось в более безопасное, какое-то туристическое движение. И здесь тоже очень много граффити. Здесь есть, кстати говоря, тоже мемориалы погибшим. Вот. Ну, короче говоря, на самом деле сейчас Колумбия — это, собственно, место, в котором очень много всего происходит, много туристов. Вот, кстати, ко мне приехал мой друг Дэн. Да. Дэн, здорово. Дэн живет в Майами. Тут лететь 3 часа, поэтому Дэн прилетает сюда, я прилетаю туда. Ну, колоритное очень место, на самом деле, судя по количеству людей, по колориту. Как у тебя первое впечатление? Слушай, ну, оно смешанное, потому что немножечко есть ощущение такого, знаешь, чуть опасности, просто потому что нам как бы вот в Америке люди привыкли говорить, что Колумбия — это такая достаточно опасная страна, но я не могу сказать, что оно действительно так. С нами вот еще Даня. Смотрите, видите, он такой фактурный мой друг, поэтому с ним будет не страшно. Погнали.
Здесь мы сейчас придем вот на эту площадку футбольную. Там постоянно лайнапы разных диджеев мировых приезжают сюда просто поиграть в фавеле. Ходят разные вечеринки, приезжают разные артисты со всего мира. И здесь делают прям вот закрытые, короче говоря, тусовки. Их много тоже идет какой-то благотворительности в пользу комьюнити, знаешь, и так далее. Вот. Поэтому они стараются в коммуне Треза как раз-таки создавать вот этот вот культурный, скажем так, нарратив. И, конечно, тут еще остались те, кто помнит Эскобара и пытается заработать на его известности. Ну, типа, здесь такие вот сувенирчики разные есть с Пабло, но местная комьюнити очень сильно против того, чтобы популяризировать личность Пабло Эскобара. Сейчас, на самом деле, активно государство и, в общем, местная комьюнити, они стараются, наоборот, от этого имени избавиться, потому что они считают, что Пабло Эскобар — это как раз-таки вот, ну, личность, которая полностью испортила и по сей день портит репутацию страны. Здесь есть одна фавела, которую он лично отстроил. Там его очень сильно обожают, любят и так далее. Там везде были его граффити. Власти приезжают, все это закрашивают. Как и любые другие фавелы, коммуна 13 выросла из хаотичной незаконной застройки. Когда-то люди приезжали сюда из деревень за лучшей жизнью и строили на холмах жилища. Позже эти лабиринты стали отличным укрытием для бандитов. Когда коммуну решили преобразовать, следы пуль на стенах заменили граффити. И сюда хлынули туристы. Конечно, не все местные жители зарабатывают на популярности этого места. Но лучше уж зеваки на улицах и диджеи на футбольных полях, чем перестрелки. Те люди, которые выросли здесь в 70-е, 80-е, 90-е и до 2000 года, они вынуждены были пережить страшное насилие и войну у себя дома. И теперь, когда они признают искусство и культуру своим локальным сокровищем, они действительно смогли преобразовать коммуну, превратили ее в свой маленький мир, в яркий и уникальный район, который привлекает внимание туристов со всего мира. И в этом заслуга местных жителей, конечно. Местных жителей отличает то, что они мечтатели и умеют реализовывать в жизнь то, что задумали. Камила – основательница фонда «Сора», который помогает жителям коммуны. Они проводят занятия для детей и пенсионеров и организовывают бесплатное кафе. Каждый день сюда приходят 50 человек на пособиях, чтобы поесть блюда, приготовленные этими женщинами. У нас есть и образовательная программа. Каждую субботу дети учат английский язык. Также у нас есть занятия по рисованию. Сора – это лучшее, что со мной случалось, потому что у меня не было аттестата о среднем образовании, а они дали мне возможность работать. Получается, что я работаю с понедельника по пятницу, а по воскресеньям учусь. И вот в прошлом году я закончила обучение, а сейчас изучаю гастрономию. Сора помогает здесь двум самым уязвимым группам населения – детям и пожилым людям. И мне лично их проект очень помог. И «Сора» как раз существует за счет туризма. Мы можем обеспечивать питание нуждающихся только благодаря туризму в коммуне 13. Это единственный источник дохода для нас. Как раз сейчас вы видите туристов на экскурсии, которые зашли пообедать в наше кафе. То, что они оплатят за обед, пойдет в бюджет нашей организации. А о чем вы мечтаете? Какая ваша цель? Мне бы хотелось открыть еще один центр здесь, что-то вроде центра реабилитации или восстановления, чтобы приобщать местных жителей к хорошим привычкам, духовности, медитации, обучать их. Место, где они смогут заниматься чем-то приятным и быть в безопасности. Сейчас в Медельине проживают около 15 тысяч диджитал-номадов. В основном сюда переезжают жить из США, Мексики, Канады, Германии, Великобритании и, конечно, России. Здесь, в отличие от Боготы, более расслабленный ритм жизни, а сервис ничуть не хуже.
Вообще здесь в плане сервиса, я вообще говорю, мы так, конечно, здесь разбалованы, что здесь так комфортно. Рапи приезжает за 5 минут, тебе доставка, все, что ты там забыл, не забыл, вообще стоит это там $2 доставка, да, вообще. Ты привыкаешь к этому комфорту. На дом к тебе приезжают все специалисты, которые ты хочешь вообще получить, любые сервисы, которые ты хочешь. Ты просто в Инстаграм заходишь, в слово пишешь ключевое и находишь сразу всю информацию про это. Конечно, к этому привыкаешь. И теперь я задумалась, а если я захочу куда-нибудь переехать впоследствии, и теперь уже мне не так сильно хочется куда-то переехать, потому что я подумала, что если мне придется переехать куда-нибудь обратно в Европу, это же мне придется там все делать самой. Мои друзья, Эмиль и Настя, до Колумбии много лет жили в Барселоне. Когда решили переезжать, долго искали новое место и остановились именно на Медельине. Медельин расслабленный вообще, в принципе. Я здесь себя чувствую очень фривольно, то есть я могу ходить в шортах, в кроксах, да, не париться. А Богота, она обязывает тебя красиво одеться, хорошо выглядеть, такие классные места там. Она такая более светская, да. Ну, такой тусовый, такой, более такой... Байбовый. Да, такой пайса. Вот. И теплый. Теплый климат провоцирует теплые отношения. А там холодный климат, он провоцирует четкую динамику. Но у нее есть такой хороший city-vibe. По мне, Богота, вот она такая гулябельная. То есть, очень. Медельин просто... Мы прошли 25 тысяч шагов сделали. А у меня тоже, смотри, вот эти еще... Рекорд, да, поставили? Да, у меня вот. Типа... И еще 25 тысяч мы протанцевали. Вдобавок, экспаты уже сами открывают бизнесы в Медельине и делают город еще приятнее для жизни. Канадец в Колумбии, где хрен знает, сколько там, 1,5 часа от Медельина ехать, да, через джунгли. Юго-запад — это самый красивый регион, на самом деле. Невероятный резорт с какими-то там водопадами, источниками. С видом на эти две пирамидные горы. Невероятное место. Которые, Представляешь естественно, себе, пожалуйста, например, да, люди, американцы приезжают по кофейные плантации небольшие. Авокадо. Один здесь открыл даже свой бренд кофе. Сначала он обжаривал, у него была маленькая точка на углу. Потом, когда по 300 человек в очереди стояли за take-away, он решил открыть кафе. Сейчас у него уже 4 кафе в городе. Недавно я посмотрела это интервью Тинькова, да, большое, долгое его последнее новое двухчасовое интервью. И даже он, когда анализировал рынки, куда заходить, он сказал, что Европа уже неинтересна, в Америку не залезть, а Латинская Америка как раз сейчас В тренде. как спец сказал, в тапе. Реально все развивается, и поэтому они приняли решение даже открывать свой вот этот банк в Мексике. Да, Плата. Колумбия дает долго очень лицензии, видимо, не так все просто. Плату основали бывшие топ-менеджеры Тинькофф банка. Сам Олег Тинькофф выступает в роли инвестора. Финтех-стартап появился в Мексике в 2023 году и очень быстро завоевал популярность. Сейчас у него уже больше 2 миллионов клиентов, а Плата выдает около 10% всех новых кредитных карт в Мексике. Теперь банк планирует расширяться на всю Латинскую Америку. Есть планы и на Колумбию. Так что надеюсь, что Олег Тинькофф сначала посмотрит наш ролик. Чтобы как следует познакомиться со страной и ее историей, отправимся в столицу. Колумбия была основана в XVI веке как вице-королевство Испании. Тогда оно называлось Новая Гранада, а ее столица получила имя Санта-Фе-де-Богота. Богота — это на языке местных индейцев муиско означало что-то вроде «за пределами плантаций» или «ограда полей», а Санта-Фе по-испански «святая вера». Во времена колониальных завоеваний испанцы часто добавляли эти слова к новым городам, а сами поселения строили по подобию испанских. В Боготе память о той эпохе сохранилась в районе Ла-Канделария. Отсюда разрастался весь город, и здесь сохранились довольно-таки старые постройки, малоэтажные, двухэтажные, суперколониальные. И мы сейчас подальше пройдем туда поглубже, вниз, скажем так, к главной площади. Это, можно так сказать, сердце Боготы. Отсюда, собственно, начиналась современная история Боготы с момента колонизации испанцами. Вообще любая колонизация с приходом испанцев начиналась именно с площади и также с собора. То есть обязательно шла, скажем так, христианизация населения, и всегда это сопровождалось построением собора, площади, и вокруг нее расположены разные исторические здания, типа как Капитолий, жилые дома.
мы привыкли, особенно те, кто живут в Москве, что центр — это вот центр — это круто. Здесь все по-другому. А на самом деле вот мы были еще в историческом центре, где была площадь, исторические постройки. Вот это считается центр. И на самом деле, чем ближе к центру здесь, тем хуже. Так получилось. То есть там много туристов, там много, скажем так, разной такой непонятной публики, попрошаек там и прочего. Как правило, люди, которые обеспечены, они живут подальше. В начале XIX века под предводительством Симона Боливара Новая Гранада завоевала независимость и переименовалась в Великую Колумбию. Изначально она включала еще и территории современных Эквадора и Венесуэлы. Именно в колумбийском испанском есть такое выражение «tener casa quinta». Это означает иметь много земли. И это связано с тем, когда Боливар приехал сюда колонизировать, соответственно, территорию. Здесь было огромное количество земли, он отстроил себе огромный особняк, много-много гектар земли. И то есть вот с тех пор это выражение в испанском, колумбийском диалекте означает иметь большой дом, большой достаток. Богату называют городом вечной весны. Из-за уникального расположения города в горах здесь сезоны делятся не на привычные зиму и лето, а на сухой и дождливый. Температура при этом почти не меняется, но нужно быть готовым к акклиматизации. Мы находимся сейчас на высоте 2640 метров, и в связи с этим у нас есть особенности погодных условий. Богота славится тем, что это город, в котором в среднем плюс 14 градусов. Кстати говоря, даже из-за того, что вот такая высота, говорят то, что люди пьянеют быстрее. Из-за перепада давления может быть немножко дискомфорт. Особенно люди, которые чувствительны к погоде. Я думаю, то, что стоит подготовиться, может быть, за несколько дней до приезда попить какие-нибудь там, я не знаю, медикаменты, которые способствуют там быстрой адаптации. Кстати, сами колумбийцы для нормализации давления используют листья коки. Не пугайтесь, я не предлагаю вам что-то запрещенное. На каждом углу можно попробовать вот такой вот напиток из листьев коки. Здесь вот варят такой отвар с фруктами и так далее. На самом деле листья коки легальны в Колумбии, в Боливии, в Перу и, если не ошибаюсь, еще, по-моему, в Чили, но надо проверить. Листья коки используют здесь для того, чтобы там выпить как чай, помогает при, соответственно, altitude, как это правильно? Перепаду давления. Gracias. Если кока вам не интересна, на улицах Колумбии можно попробовать и другие интересные напитки и закуски. Это со вкусом маракуйи и манго. Манго. Она ферментированная, да? Да, верно. Теория? А что такое чича вообще? Чича делается из кукурузы. Ее подслащивают тростниковым сахаром. Вообще ее смешивают вот в таких чанах, где идет брожение 3 дня. Понятно. Последняя партия уже идет в производство. А она алкогольная, да? Нет. В ней всего 4 градуса алкоголя. А отсюда получается напиток, который называется гуарапа. Вот это уже алкоголь. Окей, claro. Понятно, спасибо. Bueno. Причем чича — это местный такой ферментированный напиток. Типа как в России делают квас, только они из фруктов делают такие вот напитки. Они более густые. Тоже чувствуется немножко кислотности. И в них примерно вот так же, как и в квасе, там из-за брожения 2, там сколько это, примерно 2% алкоголя. Короче, здесь манго 2 видов. Один сладкий, а другой такой вот типа зеленый незрелый манго. И они часто добавляют сюда соль и тахин. Это такая приправа, короче, остренькая. Вот, и лимон. И получается такая закуска. И, кстати говоря, ее многие здесь используют для текилы. У них, как правило, вместо иконы может просто быть картинка Иисуса. Вот. Ну, либо там, например, может быть какой-то такой вот уголок, и будет надпись, то, что там тоже типа «С нами Иисус» там, и так далее. «Во славу Богу» и так далее. Ну, короче говоря, на самом деле просто страна очень религиозная, и здесь религия, вообще Бог, на самом деле, после семьи на 2-м месте.
Колумбия – одна из самых урбанизированных стран во всей Латинской Америке. Больше 75% колумбийцев живут в городах. Количество людей в Боготе уже превысило 8 миллионов. Стремительно расти столица стала еще в XIX веке. Чтобы как-то связать районы между собой, власти города пригласили британских инженеров строить железную дорогу и трамвайные пути. Заодно в Боготе появились целые районы с британской архитектурой. Также интересный факт, то, что кирпич — это основной строительный материал в Боготе, и из-за климата, в общем-то, и местных глин он отлично вписывался в архитектурный, собственно, ансамбль британских инженеров. Кирпич плюс британское влияние отлично себя, скажем так, совместили, и сейчас часть архитектурной идентики Боготы — это как раз-таки британский стиль. С тех пор в Боготе построили еще сеть канатных дорог и выделенные полосы для автобусов. Но проблему пробок все равно пока решить не удалось. То есть здесь люди в год в среднем теряют примерно 190 часов, находясь в пробках. И действительно, как бы это факт, что в пробке можно стоять там 1,5-2 часа. Одна из мер борьбы с пробками – это система пика и плака. В переводе на русский – пик и плата. У каждой машины есть определенный номер, да? И в зависимости от цифр ты можешь ездить в определенные дни недели. Ну, например, условно, там, цифра 6, ты можешь ездить там понедельник, среда, пятница. Условно. Поэтому богатые люди, которые здесь живут, у них, как правило, 2 машины. Одна на одни дни, другая машина на другие дни. Но самую радикальную меру в Боготе ввели в 70-х годах, когда просто решили раз в неделю перекрывать проезжую часть. Вы видите, как перекрыта дорога, при том, что здесь едут машины по одной стороне, а по другой стороне у нас бегут люди. И, собственно, какая история вообще про этот интересный феномен? А вообще, Богота, на самом деле, прогрессивный город, и здесь каждое воскресенье и в праздничные дни главные улицы перекрываются для того, чтобы люди могли заняться спортом, побегать. Соответственно, это как бы такая одна из визитных карточек города, где полностью это огромная-огромная дорога. Да, 10-15 километров. В общем-то, это все перекрывается по всему городу. Проект называется «Цикловия», и ему уже 50 лет. Каждое воскресенье автомобилисты Боготы неизменно уступают дорогу пешеходам, бегунам и велосипедистам. Сначала перекрывали только 2 километра, затем 50, а сейчас уже больше 100. О том, что цикловия значит для местных, мы попросили рассказать нашу коллегу Марию, для которой Богота родной город. Это полная трансформация и пример того, как маленькие и смелые идеи могут полностью изменить восприятие города. Цикловия – это день, чтобы наслаждаться, открыть для себя город по-новому и чтобы понять на собственном примере, как такие маленькие изменения дарят городу новые возможности. Сегодня цикловия входит в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Ее в разных масштабах проводят многие другие города и страны, хотя изначально в той же Боготе не все верили в успех. Далеко не все сразу поняли, зачем нужно перекрывать дороги. Предприниматели переживали из-за снижения числа клиентов, а водители – из-за пробок. Но со временем стало видно, эта ломающая привычный уклад идея вывела больше людей на улицы. Люди стали чаще гулять, наслаждаться погодой и красивой географией нашего города. Ну и Богота стала восприниматься в мире как город с хорошей велосипедной доступностью. Благодаря цикловии и хорошей инфраструктуре местные используют велосипеды и в обычное время, ездят на них на работу и в горы. Мария даже пригласила меня проехаться с ней по городу. Я, кстати, пригласила Диму составить мне компанию на очень красивом маршруте здесь, до ближайшего городка, который называется Патиос. Посмотрим, справится ли он. Сейчас 6 утра, и мы должны встретиться с Димой, чтобы подняться на Патиос на велосипедах. Дима, ты где? Мария, сейчас слишком рано. Я никак не смогу присоединиться. Возможно, вы удивлены, почему Мария назначила встречу так рано. Когда я только приехал сюда, я и сам удивлялся. Но для Колумбии это обычное дело. В Колумбии в среднем люди просыпаются в 5 утра. В среднем.
Я помню, как наши ребята, колумбийцы из команды, на меня немножко как посматривали, что я приходил именно в сам офис попозже. Вот. Ну, я проводил какие-то звонки у себя дома, а потом уже шел в наш офис. Решили быстро пересечься с Женей. Наш знакомый, который здесь живет давно, занимается разными стартапами, и вот мы сейчас с ним попьем кофе, и он расскажет про свою жизнь здесь. Женя переехал в Латинскую Америку в 2012 году. Сначала это была Бразилия, потом 6 лет пожил в США и, наконец, осел в Колумбии. Здесь просто в Выборг заходишь, и у людей глаза горят. С тобой постоянно каких-то разговаривают о своих стартапах, своих делах. Мне Богота тогда повеяло каким-то вот духом Сан-Франциско, где каждый пытается тебе пропичить свой стартап, свою идею, кто чем занимается, кто чем хочет заниматься. Вот здесь меня это подкупило. Мы здесь с Янго, в частности, я занимаюсь именно развитием команды, мы нанимаем и развиваем локальных ребят. Могу сказать, что действительно очень много талантливых людей здесь, это правда. То есть, ну, есть чем сравнить, да, у нас, например, есть там бизнесы в Африке тоже, но в Латинской Америке реально очень много крутых, сильных специалистов. И это, кстати, подтверждается даже тем, что многие локальные технологические стартапы довольно сильные. Тот же самый Серапи мы возьмем, то это, ну, реально бешеный проект. Я когда... У меня был прикольный случай, я ехал, значит, из ресторана, и мне что-то так захотелось кока-колы попить, вот. И я заказал Rapid Turbo. Я пока ехал из ресторана, у меня уже на ресепшене стоит мой заказ, и все. Типа, ну, так здесь не только бутылка кока-колы, тут готова еда, которую приготовят, может, за 15 минут прилетает. Да. И вкусно. Сервис в Колумбии, особенно в сфере доставки, и правда один из лучших в мире. Хотя, например, проката самокатов до недавнего времени не было совсем. Даже удивительно для такого велосипедного города. Было несколько конкурирующих компаний, которые сдают велосипеды, самокаты. Как Янго сейчас делает здесь самокат. Снова вернулись после большого перерыва, после ковида. Здесь не было такой компании. Я рад, что наконец-то кто-то наконец-то вернул самокаты. Да. Ну, мы стараемся как бы развивать транспортную инфраструктуру, то есть у нас это наша миссия по факту. Прокат самокатов Янго в Боготе пока работает в тестовом режиме. Запуститься полноценно мешает не отсутствие инфраструктуры, а проблемы безопасности. У нас самокаты пока что в Боготе расположены в таких специальных парковочных зонах, где есть охрана, поскольку в Боготе нету самокатов, и пока что ставить прямо вот на дороге мы считаем немножко рискованно, поэтому вот решили сделать такую тестовую версию, пока на карте можно посмотреть, где расположен самокат, и, как правило, локация сразу как бы, ну, означает, что это какая-то парковка. Вот, так что мы сейчас вот дошли до парковки, давайте попробуем взять самокат и посмотреть, как это будет работать. Так, вот сканируем. Все готово. Так. Ну вот, собственно, все. И поехали. Если мы поставим самокаты без присмотра, без какой-либо охраны, их украдут? Я думаю, если оставить самокаты в неприватном месте без охраны, риск есть. То есть мы рискуем, если расставим наши самокаты по городу? Да, конечно. Честно говоря, у нас граждане не всегда очень сознательные. Не все, но риск всегда есть. Тем более, если они вот так на виду. Даже те велосипеды, что принадлежат мэрии, крадут. Представьте, у таких вероятность еще выше. Короче, он говорит то, что вот велосипеды бывало крали, да? Короче, вот он говорит то, что даже несмотря на то, что они закреплены здесь, все равно не очень безопасно, потому что были случаи, когда их крали, вот. Когда ты заходишь строить здесь какой-то бизнес, то есть типа, очень важно обращать внимание на локальные особенности, да, то есть типа лишний раз тоже как бы митигировать какие-то риски. Учитывать местные особенности – это, наверное, главное, что нужно помнить любой глобальной компании при выходе на локальные рынки. А еще лучше находить местных партнеров.
У нас здесь есть такое выражение. Мы же живем в тропиках на экваториальном поясе, поэтому компании нужно тропикализировать, то есть адаптировать их к местной культуре Колумбии. Это рекомендация, которую я даю, когда речь идет о международном бизнесе. Не думать как иностранец, а стараться мыслить как местный житель, чтобы находить оптимальные решения. С помощью товаров и услуг, которые нужны пользователям. Так что моя рекомендация простая — тропикализировать, то есть адаптировать бизнес. Раньше почему-то считали, что в Колумбии все будет работать так же, как в России. Но нет, здесь мыслят и делают по-другому. Дон Эдуардо Эрнандес, основатель крупнейшего в Боготе такси-сервиса Taxis Libres. Сейчас в нем работают больше 65 тысяч водителей по всей стране, а в 80-х Эдуардо сам забирал пассажиров в аэропорту. Я как раз заканчивал учебу в университете и днем, когда выдавалось время, ездил в аэропорт и становился в очередь, чтобы таксовать. В аэропорту тогда была полная неразбериха с такси. Поэтому правительство решило провести тендер, отдать перевозки в частные руки и передать их одной крупной компании такси. Мы подали заявку и в итоге выиграли этот конкурс. Мы создали для такси компанию связи на базе радиотелефонов, а потом, в середине 80-х, получили лицензионный номер. Этот номер все еще действует, но большинство клиентов все-таки уже пользуются приложением. А с этого года Taxis Libres стал партнером Янга и получил доступ к нашей платформе. Каждый, кто звонит по номеру 2111, 3111, попадает исключительно в Янга. А мы в Янга взамен получили не только клиентов, но и бесценный опыт Эдуарда и его дочери Стефании. Например, теперь мы знаем, что колумбийским таксистам важно видеть цену поездки до того, как они взяли заказ, а пассажирам важно иметь информацию о водителе, чтобы чувствовать себя в безопасности. Если говорить о водителях, в Диве есть очень важная вещь – фотоидентификация водителей. Для меня, как для пассажира, это дает уверенность. За рулем действительно тот человек, на кого зарегистрирован аккаунт. А теперь Янга и Taxis Libres вместе готовят предложение по изменению закона о такси, чтобы эта платформа стала более доступной для водителей. Мы также работаем над подготовкой нового закона в Конгрессе Республики, потому что сейчас в Колумбии законодательно запрещено оказывать услуги на частных автомобилях и мотоциклах. Сейчас это можно делать только на лицензированном такси. И здесь мы почувствовали вашу поддержку. Вместе с правительством ведем всю эту регуляторную работу, чтобы принять новый закон, который позволит нам работать с частными машинами и мотоциклами, без санкций, без штрафов и, главное, не нарушая никаких правил. Вообще сфера логистики в Колумбии очень активно внедряет современные технологии. Это касается не только такси, но и грузовых перевозок. Это, по сути, платформа с интерфейсом для грузовладельца. Здесь он может управлять всеми доставками, видеть отслеживание в реальном времени и выполнять все необходимые оптимизации маршрутов. Здесь мы как раз видим наш оптимизатор, с помощью которого грузовладелец может координировать работу сразу нескольких транспортных компаний. Компания Lifted создала платформу, которая в реальном времени координирует перевозки грузов. То есть водители, так же как в такси, могут принимать заказы на доставку. Тогда мы поняли, что в логистике есть большая боль. Все устроено слишком сложно, вручную и по старинке. И мы увидели выход. С помощью технологий и гораздо более простых процессов найти способ помочь этим клиентам расти и масштабироваться. Для оптимизации маршрутов, ценообразования, трекинга и аналитики платформа использует нейросети. Например, сегодня мы используем искусственный интеллект, чтобы автоматизировать ручные процессы. Скажем, сканирование и переименование документа. Раньше это делал человек, а теперь это делает ИИ.
понимая контекст, правильно переименовывает файл, отправляет его туда, где он должен храниться, и запускает обработку, чтобы по нему можно было выставить счет. Затем документ становится доступен нашему клиенту, чтобы он мог убедиться, что доставка действительно была выполнена физически. В Латинской Америке до сих пор широко используется бумага, и заказчики просят именно такие форматы, чтобы произвести оплату. Поэтому это был очень ручной процесс, который мы постепенно автоматизируем с помощью инструментов ИИ. Раньше автоматизировать это было невозможно, потому что для каждого сценария требовались очень специфические контексты. С появлением искусственного интеллекта мы стали куда более гибкими, адаптивными и быстрыми в поиске масштабируемых решений для этих ручных операций. Все наши клиенты хотят оптимизации. С Lifted наши клиенты могут экономить до 30% затрат на транспорт. Благодаря нашим оптимизаторам маршрутов мы делаем умные доставки. С оптимизацией цепочек поставок B2B бизнесу помогает и Logica. Компания не занимается перевозками, а проводит исследования и консультации. Например, они изучают, как быстро товары попадают на прилавки магазинов и как этот процесс можно ускорить. Мы выяснили, что примерно в 14% случаев, когда покупатель приходил в супермаркет, он не находил нужного товара. Мы начали проводить замеры, и сети супермаркетов и поставщики открыли нам двери, дали доступ к своим информационным системам и магазинам. Мы стали выявлять причины, по которым товар не был доступен в супермаркете. Были проблемы на стороне сетей и были проблемы на стороне поставщиков. Мы создали совместные рабочие группы, где они могли разрабатывать решения по этим причинам, по тем факторам, из-за которых товар отсутствовал в продаже. До пандемии эти 14 случаев, когда потребитель не находил товар, удалось снизить до 3-4 раз. Но самый быстро растущий сектор экономики в Колумбии – это финтех. Еще недавно только половина взрослого населения страны имела банковские карты. Сейчас, благодаря множеству стартапов и программ, количество клиентов у банков стремительно растет. В этом году общая выручка финтех-компаний Колумбии превысила $2 миллиарда. По прогнозам, в ближайшие годы рынок будет расти в среднем на 18% в год. Пока еще этот рынок не перенасыщен и конкуренция не такая большая, а инвесторы при этом с удовольствием вкладываются в инновационные продукты. И фонд Yanga Ventures не исключение. Наша первая инвестиция также была финтех-стартап. Мы решили поддержать компанию Major SDT. Я считаю, что для таких предпринимателей, как мы, поддержка глобальных компаний вроде Yanga — это возможность по-настоящему масштабироваться за счет технологий. Major SDT – это агрегатор, который в реальном времени помогает сравнить и выбрать подходящий продукт для депозитных вкладов. Мы всегда начинаем с вопроса, какую проблему мы решаем для людей. Как Yanga закрывает задачи мобильности и доставки еды, так и мы хотим решать финансовые задачи людей. Первое из них — как сделать так, чтобы накопления приносили лучшую доходность. Не все банки предлагают одинаковые ставки и одинаковую отдачу на деньги, а искать и сравнивать их — морока. Людям не хочется погружаться в это. Поэтому наша первая цель — помогать людям эффективно копить деньги. Платформой уже активно пользуются более 300 тысяч колумбийцев. У ребят в планах выход на рынки в соседних странах и новые финансовые услуги. Следующий вопрос, который у людей неизбежно возникает. Хорошо, я уже коплю деньги. А что с пенсией? Что с выходом на пенсию? Что с жильем? Я хочу купить дом. Как взять кредит или ипотеку на дом так, чтобы ставка была минимальной? И как получить максимум от более сложных финансовых продуктов, где выше риск? Например, если у меня уже есть $12 тысяч на депозите в Major CDT, я могу получить очень низкую ставку по кредиту, используя этот депозит. И одновременно я хочу добавить риск, потому что хочу более высокую доходность. Как мне узнать о таких продуктах?
В рейтинге Global Startup Ecosystem Index экосистема Колумбии занимает 36-е место в мире и второе в Южной Америке. Здесь сосредоточены четверть всех стартапов континента, и уже есть 2 своих единорога. Нам действительно повезло. Мы видим, как здесь рождаются единороги. Взять, например, компанию Rappi. Этот кейс помог по-новому взглянуть на предпринимательство с нуля, как, опираясь на собственные таланты, создавать компании в сферах, которые раньше для города казались неестественными, в технологиях. И с чего вообще начинать? Вместе с этим пришли и новые компетенции, которых прежде просто не было. Мы наблюдаем, как формируется разносторонняя экосистема. В «Богате» речь идет уже не только о финтехе, появляются технологические решения для здравоохранения, госсектора и логистики. И это логично для города, который активно развивается. Тут строится метро, приходят железнодорожные линии, расширяется аэропорт. Все это создает динамику, которая реально притягивает новые стартапы в Богату. Одно из преимуществ Колумбии — это кадры. Здесь много высококвалифицированных специалистов, которые могут открывать свой бизнес или усиливать международные команды. Здесь, в Богате, расположены 3 из 15 лучших университетов региона. Здесь легче запускать операции, легче собирать команды, легче масштабироваться. И это позволяет по-другому разговаривать с инвесторами. Можно сказать, доверьтесь городу. Доверьтесь городу, где есть люди и компетенции, где доступна рабочая сила и развит рынок навыков. И ваш бизнес здесь сможет устойчиво работать в ближайшие годы. Можно нанимать, растить команды и планировать надолго. Мария Хосе Эчеверри как раз одна из таких молодых и перспективных специалистов. Она входит в список Forbes 30 до 30. Туда включают лидеров до 30 лет, которые добились заметных успехов в какой-то сфере. Я всегда говорю, что начала работать еще до того, как официально достигла трудоспособного возраста. У моей семьи был свой бизнес, и я была вовлечена в него с первого дня. Я буквально выросла в такой атмосфере, и для меня работа была как игра. Я все время торчала на точках, в магазинах, и мне казалось, что я просто играю. Родители очень активно вовлекали меня в дела. Мария — одна из 5 организаторов Columbia Tech Week. Это ежегодное мероприятие, которое собирает сотни стартапов со всего мира. Мы очень хотим помочь им, наладить контакты, получить нужный контекст, выйти на правильных игроков, лучше разобраться в юридической части и в налогах, и стать частью колумбийской экосистемы. Она потрясающая и действительно может быть полезна для роста их компаний здесь. Мария занимается привлечением иностранных инвесторов. И она уверена, колумбийским стартапам есть чем их заинтересовать. Раньше мы чаще занимались копипастом, привозили идеи, которые уже работали в других странах, и заставляли их работать здесь. Но теперь, с появлением AI и при нынешней скорости глобализации, важно с первого дня строить здесь компании формата AI First. Благодаря таким мероприятиям, как Columbia Tech Week, государственным программам, акселераторам и молодым бизнесменам, Колумбия превращается в один из бизнес-хабов всей Латинской Америки. Я лично был впечатлен тем, сколько здесь талантливых ребят. Хотя, надо признать, иногда с колумбийцами бывает непросто вести дела. Например, они совершенно не умеют говорить «нет». Не в том ключе, как в фильме «Всегда говори да», а как раз-таки тебе говорят «да», но они даже не собираются это делать. Они просто не умеют отказывать, и это не значит, что они будут делать. Они, скорее всего, и не будут делать, просто тебе будут говорить «да, конечно, сделаем завтра, сделаем быстро», и это значит, ничего не будет. У меня был случай, очень состоятельная компания, должен был встретиться с их директором в очередной раз в Рио-де-Жанейро. И я приехал, жду, пишу ему, а он такой: так дочь же. А дочь по умолчанию, значит, встреча отменяется. Ну, если тебе прям очень надо, то мог бы позвонить. Но вообще-то он меня попросил встретиться. Да. Конечно, это далеко не единственная проблема. Есть и другие. В первую очередь, это сильное неравенство и слабо работающие социальные лифты.
причем деление на бедных и богатых происходит почти официально. Например, крупные города, такие как Богота и Медельин, разделены на страты в зависимости от благосостояния людей. В первой страте живут самые бедные, в шестой – самые богатые. При этом первые 4 страты не платят коммунальные платежи. Это за них делают жители 5 и 6. С одной стороны, кажется, что идея хорошая и справедливая, но на практике это порождает чуть ли не кастовую систему. Жить в стратах там 5-6 считается престижно, и это как такой немножко клуб. Ты общаешься с людьми, которые живут с тобой в одном районе. У вас дети ходят в школу, соответственно, вместе. У вас собаки гуляют вместе, вы знакомитесь. И они довольно закрыты от чужаков. То есть попасть в страту, если ты вырос там, в 2-3 страте, попасть на работу, где работают люди из 5-6 страты, тяжело. Попасть, даже ты, если снял квартиру и переехал в 6-ю страту, с тобой не очень будет общаться. Вообще, мне кажется, если проблему решить неравенство населения, то вообще в Латинской Америке, то этот регион станет просто взрывным. Давайте посмотрим, как живут в богатых стратах. Конкретно эта зона считается такой вот современной жемчужиной города, которая олицетворяет, собственно, вот стиль. И, кстати, одно из этих зданий очень прикольное. Это публичное здание, которое посвящено спорту. На каждом этаже есть какие-то свои секции. Каждый человек может прийти, а там провести время, позаниматься спортом. Есть шахматы, шашки, баскетбольная площадка, бассейн, спортзал. Мы сейчас туда пойдем и покажем немножко еще богату с высоты и немножко про это здание. Здесь расположены такие горы, и чем ближе к горам, как говорится, тем подороже. Мне нравится архитектура такая урбанистическая, то есть все такое в бетоне, в стекле, кирпич. Очень классно. Кстати, бассейн. Писина. И каждый человек вот так вот может прийти вот в это здание, там, поплавать в этом бассейне. Очень классно. Как правило, если у человека нет возможности получить хорошее образование, ему сложно занять более высокое положение в обществе. Но есть 2 исключения. Это футбол, который в Латинской Америке почти как религия, и музыка. В первую очередь реггетон, мировой столицей которого считается Медельин. Я правда считаю, что тут есть и историческое обоснование. Реггетон появился на Карибах, но именно Медельин со временем стал особым центром его создания. Когда музыкальный жанр становится настолько большим, он превращается в смесь множества процессов. Индустрия растет не только за счет площадок для артистов, концертов, но и за счет инфраструктуры. Нужны клубы, причем именно реггетон-клубы. Нужны звуковые студии, куда люди могут приходить, экспериментировать и записывать треки. И Медельин стал удобным и доступным местом, где делают эту музыку. Музыка — это еще одна возможность для колумбийцев изменить имидж страны. В Боготе проходит сразу несколько крупнейших фестивалей. Рок-аль-Парке и Эстерео Пикник собирают по 200 тысяч человек. Из них около 30 тысяч — туристы. Каждый турист, приезжающий сюда, создает экономический эффект. Мы провели исследование этого эффекта и подсчитали, что ежегодно он может составлять от 10 до 20 миллионов долларов. И дело не только в самом туризме, а в том импульсе, который получают все поставщики и экономика в целом. Такие масштабные ивенты двигают большие деньги и делают это очень быстро. Деньги проходят по всей цепочке поставок и возвращаются. Это общий денежный поток. Мы верим в пользу, которую приносим, и слоган нашего фестиваля говорит об этом прямо. «El futuro es latino», то есть «Будущее за Латинской Америкой». К сожалению, в мире еще сильны стереотипы о том, что в Колумбии живут в основном наркобароны и бандиты. На самом деле колумбийцы очень открытые, дружелюбные и эмпатичные люди.
Возможно, поэтому многие предприниматели строят социальный бизнес. То есть они не только зарабатывают деньги, но и помогают тем, кому повезло меньше. В Боготе мы познакомились с сестрами Авбурен. Диз и Виктория основали бренд одежды Derive. Все их вещи вручную создают мастерицы из бедных районов и деревень. Мы верим в силу искусства, в силу изменений, и именно это нас мотивировало все эти годы, день за днем. Да, и нам также очень нравится работать с разными комьюнити в Колумбии. У нас есть много коренных общин, которые любят заниматься тем, что они умеют, а их ремесла — это уникальные знания. Работать с ними — это настоящее удовольствие. Я могу, например, показать одну вещь. Эта вещь особенная, очень яркая и необычная. Она уникальна тем, что выполнена с фрагментами ткани мола. Мола — это традиционные ткани, которые считаются священными для людей, которые их ткут. И это необычные люди. Это народ Гуна-Дули. И только женщины обладают способностью создавать эти ткани с помощью техники обратной аппликации. На это уходит очень много времени. Они входят в своего рода транс и получают послания из космоса, из Вселенной, и передают их в этих изделиях. Это своего рода священное письмо, только в текстиле. Так что этот дизайн наделен особым смыслом. Мы назвали эту коллекцию «Амулет», потому что народ Гунадули использует эти орнаменты в своих традиционных костюмах. Они верят, что так защищаются от плохой энергии, она как бы теряется в лабиринтах орнамента. Еще для создания этого изделия мы сотрудничали с другой коренной общиной — Инга. Они мастера бисерной работы. Это полностью ремесленная вещь. Сами они наполовину шведки, Диз художница, а Виктория журналистка. А на дизайн одежды их вдохновила мама. Мы говорим ей: «Мама, вот куртка, вот бусины, хотим вот такой дизайн». И она просто воплощает это в реальность. Свой стиль работы они называют Artisanship Intelligence, то есть ремесленный интеллект, где сочетаются традиции и искусственный интеллект. Сначала мы рисуем эскиз карандашом, затем мы используем искусственный интеллект, чтобы посмотреть, как изделие будет выглядеть. А потом у нас уходят месяцы на расшивку бисером. И вышивку. Да, разработку, вышивку и создание финального изделия. И наше изделие — настоящее ремесленное искусство. Сейчас одежду можно произвести очень быстро, с появлением множества новых технологий. А мы производим вещи ручной работы. Они требуют внимания, времени и усилия. Перед тем, как попадут в шоурум. Да. Поэтому в эпоху быстрых трендов мы решили быть теми, кто сохраняет традиционные ремесла и ручное производство. В этом наш человеческий подход. Вот это сложная техника, потому что обычно, когда вышиваешь бисером по ткани, ты можешь пришивать его как угодно, в любом порядке. А здесь, если вы расположите хотя бы одну бусину неверно, это испортит весь рисунок. Поэтому здесь требуется очень много концентрации и очень много времени, чтобы сделать эти крылышки-бабочки. Мы попросили Диз и Викторию кастомизировать наши кепки, и у вас есть возможность выиграть одну из них. Напишите в комментариях, какой социальный бизнес пригодился бы в вашем городе. Среди авторов лучших идей мы проведем розыгрыш. Вы можете выиграть по-настоящему уникальную вещь. Скажите, а кто ваш покупатель? Есть ли целевая аудитория? Всегда есть целевая аудитория. Это справедливый вопрос. Наши цены действительно высокие, потому что все делается вручную, и мы платим мастерам справедливую цену. В этом наш человеческий подход, как сказала Диз. Поэтому за каждым изделием стоит колоссальный труд, который был хорошо оплачен. И что важно, покупатель не думает о цене, потому что он понимает, что каждое изделие с историей. Покупателю не важна цена, когда он понимает, что, например, эту куртку вышила заключенная женщина в Боготе, которая помимо справедливой оплаты получила еще и 2 дня сокращения срока заключения. Это и есть история изделия. А если на вашем изделии есть животное, вот у меня, например, ягуар. Ух ты! Животные — это тоже дополнительный смысл, метафора. Покупатели любят такое.
И, конечно, разговор о Колумбии был бы неполным без кофе. Это главное богатство страны. Колумбия – третий по величине производитель кофе в мире после Бразилии и Вьетнама. В этом сезоне колумбийцы экспортировали более 12 миллионов мешков кофе. В основном здесь выращивают высококачественную арабику и разные виды спешлти кофе. Ну что ж, давайте попробуем. Сначала ощутите аромат. Вы почувствуете оттенки темного шоколада и миндаль, но если вы не почувствуете, это тоже нормально. Колумбийский кофе для этого и создан, чтобы учиться и наслаждаться. Cheers! Хуан – владелец сети кофеен Кафа. Когда-то он начинал с небольшого университетского киоска. Сейчас у него 6 точек по всей Боготе. Хуан специализируется на спешлти кофе и напоминает кофейного сомелье. Как ни странно, в самой Колумбии высококачественный кофе прочувствовали совсем недавно. Мы производим кофе, специализируемся на спешлти кофе. Но колумбийцы к нему не привыкли, потому что спешлти кофе раньше только экспортировался, а кофе среднего качества много лет оставался в Колумбии. Так было буквально в последние годы. Но сейчас индустрия спешлти, особенно в Боготе, развивается очень быстро. В производстве кофе так или иначе задействованы больше 2,5 миллионов колумбийцев. Все они зависят от урожая и мировых цен на кофе. А еще многие плантации расположены в не самых благополучных и безопасных районах страны. Чтобы поддержать фермеров, Хуан всегда закупает у них зерна напрямую, без всяких посредников. Большая часть нашей отрасли зависит от кофейных плантаций. Поэтому мы все понимаем, что правильное отношение к производителю кофе – один из способов сделать Колумбию лучше. Мы покупаем кофе напрямую у производителей по цене выше среднемировой и выражаем признательность производителям не только тем, что платим больше, но и рассказываем их истории. Например, кофе, который мы сейчас пробуем, это кофе из региона под названием Норте де Сантандер, на севере Сантандера. Это регион, который когда-то пострадал от вооруженного конфликта, но сейчас постепенно восстанавливается. Вот так мы реализуем социальную миссию, работаем рука об руку с производителями и делаем их работу прибыльной, чтобы больше людей могло попробовать кофе, выращенный ими. Хуан не только угостил нас потрясающим кофе, но и поделился советом о том, как исследовать Боготу. Если бы турист спросил меня, что делать в Боготе, я бы сказал ему: потеряйтесь, заблудитесь, спрашивайте прохожих рекомендаций, заводите друзей. Есть много вещей, которые можно найти в интернете, но Богота по-настоящему прекрасна, когда вы просто бродите, заходите в случайные кофейни и рестораны. Только так можно узнать настоящую Боготу. А вот со знакомствами в Колумбии нужно быть аккуратным. Можно увидеть действительно сногсшибательных, красивых женщин. Вот. Но не влюбляйтесь в колумбийк, они коварные. Если вам разобьют сердце, это не самое страшное. Свидание может стоить вам кошелька или даже жизни. Многие девушки просто как бы грабят этих туристов. Здесь такое вещество есть, называется... Это, ну, скажем так, такая некая пыльца, что ли, я не знаю, как это правильно сказать, но, в общем, это такое снотворное, мощное, которое можно подсыпать человеку, и в зависимости от дозы он может вообще даже умереть. Кстати, проституция в Колумбии легальна. Для этого существуют специальные зоны терпимости для взрослых. В Боготе еще можно встретить такие вот интересные объявления. Вот у нас здесь Габриэла, она помогает восстановить, она знает все про любовь, она помогает восстановить отношения только по фамилии и имени. Также неважно, какой пол, вообще это не важно. Вот, соответственно, каждый желающий может набрать по номеру вот этого телефона или написать в WhatsApp, и Габриэла вам, собственно, все сделает так, как вы хотите. Конечно, Колумбию нельзя назвать полностью безопасной страной. Здесь все еще есть опасные районы и определенные риски. Но все не так страшно, если соблюдать простые правила. Первое правило – это если тебя грабят, никогда нельзя сопротивляться. Потому что, к сожалению, порой это может стоить жизни. Второе правило – это на самом деле всегда знать
куда ты двигаешься. То есть просто так вот гулять везде как попало, скорее всего, это не очень хорошая идея. Поэтому всегда нужно знать точку А, точку Б. Вот. Третье правило – это никогда не ходить, не светить телефоном. То есть вот у нас он всегда в кармане, там, где надо, мы посмотрим что-то, но всегда лучше убирать. Вообще, кстати, тут не принято сидеть, пить кофе на веранде. Тут таких мест очень крайне мало, и они, как правило, огорожены высоким остеклением, потому что, ну, есть большой риск, что просто кто-то быстренько подойдет, стащит и убежит. Но тоже не рекомендуется, например, стоять в телефоне на светофоре, потому что большой риск, что просто телефон кто-то на мотоцикле схватит и увезет. Вот, поэтому на самом деле это не то, чтобы супер, как это сказать, проблемно, потому что если следовать этим базовым правилам, то все будет окей. То есть ни в коем случае нельзя стоять вот у дороги и вот так вот что-то там делать. Потому что пока вы в экране, вы отвлекаетесь, и любой там проезжающий какой-нибудь мотоциклист, например, может просто схватить. Если вам кто-то пишет, вы ждете такси, тут раз, и все, телефона нет. Поверьте мне, эти правила родились на моем собственном печальном опыте. Я шел, и значит, подходит мужичок такой, говорит: ой, смотри, какие туры, и вот так вот веером, раскладывает такие вот эти, значит, листы А4, смотри, туры. Я думаю, блин, 2 часа ночи, какие туры, мужик, ты чё? Вот. И дальше иду, и я просто понимаю, что все, уже как бы, телефона нет. Мы постарались показать вам Колумбию с разных сторон. Конечно, это непростая страна, как и весь регион. Но если вы рискнете, здесь действительно есть много возможностей для бизнеса и жизни. А сами колумбийцы подкупают своей открытостью, дружелюбием и любовью к своей стране. Главное – учитывать местные особенности, и все у вас получится. И я надеюсь, этот ролик помог вам лучше понять Колумбию. Каким бы бизнесом вы ни занимались в Америке или Европе, там почти всегда уже есть сильный конкурент, и войти в отрасль очень сложно. В Латинской Америке пока нет столь крупных технологических игроков, а конкуренции меньше. Еще можно зайти и успешно побороться. И это, на мой взгляд, хорошо. Кто первым войдет в игру и выиграет эту гонку, тот получит конкурентное преимущество перед остальными. Мы развивающаяся страна. Наша экономика растет, появляется все больше возможностей, поэтому открывается так много новых бизнесов, ведь рынок еще не перенасыщен, но в то же время у нас достаточно своих сложностей. Колумбия – это страна невероятных возможностей, так что приезжайте к нам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь роликом с друзьями. И совсем скоро мы познакомим вас с новой страной и ее бизнес-особенностями.